Вот такой заброшенный дом, хмелем заросший. Это хмель растет. Дверей нету. Крапива тут кругом. Сейчас я в нем похожу. Это вход на чердак. Вот тумбочка, на ней, посмотрите, какая крышечка интересная. От какого-то чайничка. Графин стоит. И, конечно, бардак. Посмотрите, какие стоят два огромных сундука старинных. Один ковкой покрытый, а другой, по-моему, чисто деревянный. Порядок в сундуке. Чистота. Крышка какая тяжелая. О, полы уже сняты. Какой глубокий подвал был. Печка русская. Еще шифонер остался. Печку разбирает уже, наверное, на кирпичи. Какое на стене, посмотрите, зеркало большое. И какой глубоченный подвал. Да. Раньше в таких домах жили, а теперь все заброшено. Никому ничего не надо. Все переехали в город. Еще бы жить и жить в таком доме. Простоит еще 100 лет. Соломка на стене. Да, сундуки шикарные. Ну ладно, пойдем на чердак сейчас. Сито. Муку сеяли. Металлоискатели у меня я взяла с собой. Вот металлоискатель, инструменты. Чердак полон вещей. Смотрите, часы какие-то были старинные. Это что такое? Это радио, наверное, было. Корпус от радио. Только механизма нету. Вроде чердак крепкий. Крыша еще вся хорошая. Посмотрите, какой большой. Ходить не переходить. Но и хлама тут хватает. Транспортир. Школьники учились. Книги. Современная древняя целительная магия в России. Еще книжки. Энциклопедия оккультизма. Том 1.
такие старые слова. Мистика и магия. Знать, магией в этом доме занимались. Ну ладно. Буду выключаться, буду что-то интересное находить, буду вам показывать. Смотрите. Вот такая прялка. Пряли на ней пряжу. Старинная. Еще смотрите, из соломы какой плафон красивый был. Жаль, что сломанный. Такая красота была. Вот это вот чесала. Шерсть чесали, прежде чем ее прясть. А это вот чемодан деревянный. Полон обуви. Даже все запоры есть закрываться. Ой. Смотрите, сколько рамок пчелиных. Сотами. Не знаю, что это такое. Это, наверное, на окна, что ли, вешали. Закрывали из деревяшечек. Мне вот такая штучка понравилась. Не знаю, что это могло быть. Но какая-то интересная деревянная штучка. Наверное, темно, не видно. Сейчас на свет выйду. Вот смотрите, какая. Что-то красивое было. Коробку нашла. Газеты в ней и какие-то баночки лежат. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, это какое-то вино. Ну, это уже советских времен, но даже этикетка сохранилась. Смотрите, какая бутылочка красивая, маленькая. Но это, скорее всего, аптека. А в таких, наверное, горчицу держали. Жалко, крышечки нету. Но тоже интересная баночка. Ой, смотрите, еще какая маленькая. Ну, это все аптеки. Лекарства в них было. Вот смотрите, керамика глиняная. В такой мазь. Дегтярная или любая какая хранили. Даже с надписями. Что-то здесь написано. Какая интересная. Глиняная. Ой, вообще какая красота. Смотрите, я такую первый раз баночку вижу. Что же это такое могло быть? В такой лицо. Дедушка какой-то с бородой. Красивая. Классно. Не зря я сюда приехала, в эту деревню. Тем более стекло я очень люблю. Но это вообще самая классная находка из этих всех баночек. Ну все, вроде больше нету. Вот такие баночки красавицы. Ну, эту бутылку я такие не беру. Это уже более современная. Ой, смотрите, какая-то банка. Ой, и в ней чего-то лежит. Фу, напылила.
А вот эту деревянную штучку-то я возьму. Я люблю такие всякие деревяшки. Им надо дальше здесь копаться. Может, еще что-то интересное найду. Это плафон. Или это банка. С крышкой закрывающейся. Какая-то интересная. О, вот так посветлее будет фонарик. То в темноте снимаю. Вообще, даже не знаю, что это такое. Скорее всего, наверное, баночка. Это от скакалок. Ручки такие были. Калоши. В валенках же ходили в деревню. Ой, смотрите, это бутылки лежат. Это простая. Потом с металлоискателем здесь пройдусь. Вот эта бутылка тоже не похожа на современную. Смотрите, еще какая-то бутылка с крючками. Бальзам, что ли, был. А тут, видите, стекло заделано в какую-то бумагу. Вот опять такая же бутылка. Портвейн. О, уже батарею наставила. Нога от куклы целлулоидной. Ой, смотрите, еще бутылка. Какая красивая, коричневая. Ой, да она и с рисунком. Аптека, царская корона. Посмотрите, какая красота. Да целая, нигде не расколотая. У меня еще такой нету. Ну вообще, красотища. Хороший чердачок. Прям замечательный. Посмотрите, какая красота стоит. Ой, тут еще что-то лежит. О, нет, это... Подложка здесь есть. Может, что-то в подложке в этой лежать. Вот опять чемодан. Пустой. Отложим его в сторонку. Эти газеты, бумаги надо убирать будет, чтобы с металлоискателем пройтись. Лук сушили. Видите, сколько шелухи луковой. Ой, а это, посмотрите, лампа керосиновая. Жалко, навершия нету. Уже подсгнила. И здесь вон бутылки лежат. Портвейна. Вот смотрите, рамки. Это от икон были рамочки. Иконка в них стояла. Это тоже, думаю, что рамочка от иконы. Позолотой покрыта. Еще вот. Все рамки старинные. Ходить здесь можно металлоискателем. Вон даже трава растет. Хмель даже сюда залез. Ящик. О, манеж детский.
А вот от рамки кусочек от той. Карманы пустые. Ничего в карманах нету. Ой. Печка. Не висит там пакет с денежками. Нету ничего. Коробка. Здесь дальше хлам валяется. Так, включаю металлоискатель. Сейчас пройдусь с ним. Прозвучал первый сигнал, и выпала вот такая вот латунная штука. Что это такое, я не знаю. Ну, вот такая вот фиговина. Прозвучал такой мощный сигнал. Думала, как всегда, у меня молоток или топор. И посмотрите, какая красота лежит. Мне даже не верится. Не может быть. Это как я складень нашла на чердаке. В советские времена, в 90-е годы, нашествие было на нашей деревне. Приехали москвичи, бандиты, и бабушек всех грабили. Иконы, ну, всю церковную утварь. У меня у бабушки была икона, 12 праздников, очень красивая, а по краям маленькие иконки. Ее забрали, оклад оставили дома, и через неделю пришли за окладом, и его забрали. Поэтому, скорее всего, думаю, что на чердаках наши бабушки и прятали свою церковную утварь в те времена, а потом про нее забывали. И так она оставалась здесь лежать. Посмотрите, какая красота. Земля сухая, поэтому латуни ничего не делается. А сколько эмалей-то. И белая, и голубая, и синяя. Киотный крест. Ну и красота. Прям Господь сюда меня привел, чтобы я его нашла. Сколько времени он здесь пролежал. Я его потом помою и покажу вам. Просто нет слов. Такую красоту найти. Даже не верится, представляете? Здесь оно лежало. Это старинный киотный крест, 18-19 век, Российская империя, размер, длина 20 см, ширина 11 см. Киотный крест – это крест большого размера. Как правило, киотный крест имеет восьмиконечную форму. Киотным его называют, так как он хранится на полке с иконами. Киотный крест – это особенный вид церковных атрибутов, который был в почете у всех староверов. В основном они изготовлялись из медного сплава, бронзы и латуни. Старообрядческие мастерские изготавливали такие кресты очень красивыми. Покрывались эмалью и золотом. Мой крест – это бронза. В старину киотные кресты были весьма почитаемы. Они были в доме практически у каждой семьи. Трепетно молились и берегли свои иконы и кресты. Надо перепроверить. Может, еще что-то здесь лежит. О, видите, какой сигнал мощный. Складень трехстворчатый, маленький. И тоже с эмалями сохранились. Ну, вот здесь немного зелень на ней есть, но это можно почистить. И вот здесь вот она уже, видите, окислилась. Вот, лежала. Вообще круть! Ну надо же, мне так сегодня повезло. Такую красоту найти. Это Богородица, это Иисус Христос. А это я не знаю. Наверное, Николай Чудотворец всегда делали иконки такие из 3 створок маленьких. Вот видите, и здесь немного окислено. Прям чудеса Господни. Красота неимоверная. Такие вещи вообще в наши времена сейчас сложно найти. Тяжелая. Надо еще поискать. Может, еще здесь что-то лежит. Ой, даже не верю, не могу поверить. Просто красота. Неописуемая. Ищу дальше. Складень трехстворчатый. Малый де Иисус. Середина 18 века.
Материал бронза. Образ Спаса Вседержителя на центральной створке с благословляющим жестом правой руки, а в левой руке у него находится раскрытое Евангелие. Это Богоматерь Тихвинская. Настоящим произведением искусства можно назвать старинный бронзовый складень. Изготовлялись старинные складни из меди, бронзы, дерева. Покрывались эмалью, костью, украшались драгоценностями. Мой складень изготовлен из бронзы. Всего одна эмаль голубая и святой Иоанн Преподобный. Такие миниатюрные складни носили с собой на подвязках или хранили в багаже. Любители старины не перестают удивляться тонкой работе мастеров, и их труд остается вечным. На оборотной створке изображение Голгофского креста. Это популярный сюжет для складней в XVIII-XIX веке. Процесс изготовления складней был весьма тонким, кропотливым, поэтому до наших дней дошло их малое количество, и они считаются очень редкими и ценными. Сверху сигнал прозвучал, думала опять крестик, потому что смотрите, какая металлическая, латунная. И написано Федор Яковлевич Виноградов. Куда ее могли делать? На дом повесить? Не знаю, как такую табличку могли делать. Почему она тут только лежит на чердаке? Сделали, положили и потеряли. В общем, вот такую табличку здесь на чердаке нашла. Вот здесь табличку я рядом нашла. Опять мощный сигнал. И это от иконы. Сложена. Икона была красивая. Жаль, что с ней так поступили. Смотрите, какие узоры красивые. Да, жалко, такая красота пропала. Ее теперь такую не восстановишь. Только что оклад от иконы подняла. И смотрите, с мощным сигналом. Замок кованый. Какие механизмы раньше были. И ключи такие у меня есть. Его можно восстановить. Красота. Нравятся мне такие вещицы. Круть. Заберем его тоже. Замки какие раньше были, не то что сейчас. Откопала сейчас, посмотрите, заявление от 4/46 года. Заявление. Прошу рассмотреть мое заявление и снять с меня госпоставки яиц и кожи за 1945 и 1946 год, ввиду того, что я мобилизован, нахожусь на службе в охране Волгостроя МВД. В силу прилагаю справку с места службы. 4/9/46 год. Вот такое заявление старинно сохранилось на чердаке, и ничего с ним не сделалось. Все можно прочитать. А написано чернильной ручкой. Вот какие чернила были. Сколько лет хранятся на бумаге. Все видно. И все читаемо. Вот смотрите, это от лампады крепления. Сюда вот не хватает, чтобы еще лампадку сюда вставлять и закреплять, которая под киот вешается. А это уже большое. Под большую лампаду. Вот такое вот крепление. Вот здесь разобрала место, сюда откидала, чтобы прозвонить. И видите, навершие от керосиновой лампы. Но к моей оно не подходит, которую я нашла, потому что у моей, вот навершие, видите, маленькая, а это большое. Жаль. Это видите, какие находки у меня. Сейчас здесь еще прозвоню и пойду в другой дом. Вот сигнал был вот здесь вот сверху.
И вот такая латунная штучка мне выпала. Она обломана. Это какой-то запор, наверное, был. Потому что не знаю, что такое еще могло быть. Забираем. Вот здесь эту штуку латунную я выкопала. Вот она. А рядом опять сигнал. И вот от нее запор. Вот это все вместе было. Может, и запчасть другая есть. Не знаю. Латунные это вещи. Запоры раньше такие красивые делали. Сейчас здесь еще прозвоню. Вот такие кованые вещи сейчас еще выкопала. Где запор нашла. Это гвоздь кованый. Навес. И ключи кованые. Смотрите, здесь рубашка лежит. С погонами. Ой, отвалилась погонина. СА. Не знаю, какие войска, подскажите. Пуговицы. И здесь. Вон, видите, все пуговицы пришиты. А что за войска, не знаю. И вообще где служили. Такая рубашка на чердаке лежит. А на мои находки сегодня, вот видите, замок, бутылочки. И вот это самая красота. Крест киотный. И складень. 3 створочки. Бутылочка еще такая, очень мне нравится. И вот эта царская. Чердак богатый на находки. Красотень.